Ого! Давай быстрее! Давай быстрее, толкни ее! Едем на новое место. Открывать сезон по ловле налима. Он у нас довольно-таки короткий. У нас запрет наступает с середины декабря месяца на ловлю налима нерестовый. Длится он практически 2 месяца, если я не ошибаюсь. А сейчас уникальная возможность для того, чтобы его половить. У меня есть целых 1,5 месяца. Температура уже комфортная, погода тоже комфортная для него, но не для меня. Идет дождь, похолодание, ночью заморозки, все как нужно. Ветер сильнюшный и новые места. Новые места. Душа поет и сердце тоже поет. Просто нереально красиво. И вон мой любимый дубочек стоит. Слушайте, везде нахожу дубочки. Везде. Но сегодня мы не по душе дубочка. Почему? Потому что налимы обычно ищут в местах, где есть лес. И мы едем в лесополосу. Но это тоже отличное место. Я уверена, что которое 100% должно быть занято летом. Зимние уже поставили. Новенькие. Резина вроде хорошая, тянет хорошо, цепляется, могу вам сказать, очень хорошо. Поехали уже почти всю дорогу, говорит, давай выйдем, пошли смотреть. Ну ладно, давай выходить, пешком ходить, по дождю смотреть. Почему нет? Все равно там не развернемся, но он, видите, говорит, давай пешком пойдем. Идем пешком. Яке же местечко, а? Оп, оп. Ну, красота, красотень. И туда вдоль, да, вниз, ребятки, под деревица позабрасывать. Здесь у нас прям обрыв, такая нормальная глубина, нифига себе. А вот здесь, ребят, у нас должен быть старик. Выходишь, и здесь у нас уже старичок. Ого! Так это прям плот, что ли, или мне кажется? Такое все холодное, ай-яй-яй, прям с непривычки, конечно. Такое все. Ничего, привыкнется, каждый сезон одно и то же. Самая проверенная приманка на все времена. Воблер Касадака. Такого цвета и такого размера. Работает и по щуке, и по окуню. Но иногда щука хочет приманку большего размера. У меня с собой живец карасика. Его, в принципе, здесь немного. Поэтому, возможно, придется, может, здесь что-нибудь потом на удочку подловить. Посмотрим. Если, конечно, что-нибудь клюнет. Все, гоню в старик. Но глубина там небольшая. Видно сразу, что вон растут какие-то кувшинки. Это же старик. Ставим, конечно же, живца. Вот такого вот карасика на кружок. Ну и, соответственно, нужно сделать так, смотрите, видите? Нужно поднять второй стопорок повыше также, чтобы мой живец не ложился на дно. Все, вот это минимум. Еще чуть-чуть. Вот оно. Ветер настолько сильный, что меня сразу же сносит с места, в котором я хочу установить первый же кружочек. Сейчас попробуем поставить. Да, ребятки, я могу сказать, что это как-то вот не очень-то и легко сделать.
сперва я, получается, спускаю якорь. Жесть, какой... Как здесь глубоко, а? Это как такое может быть? Здесь очень глубоко, ребят. Я не могу понять, как такое может быть. Карасики у меня и маленькие есть, и побольше. Пофиг, я ставлю... Так. Но я думаю, что вся рыба сегодня, скорее всего, сидит в траве, в камыше, в кувшинках. Поэтому нужно недалеко, не на глубине точно ставить. Нахожусь сейчас с обратной стороны своего лагеря. Выбрасываю спиннинг и смотрю, что здесь интересного. Могу сказать, что очень много следов бобра. И вижу очень много перспективных всяких глубоких ям и приямков, в которые можно забросить закидушки, на мой взгляд, даже сейчас на червяка. Так, вся глубина под нашим берегом. Старик довольно-таки глубокий, обжитый, там лодки стоят, понтоны. Кроме того, там хорошая глубина, рыба 100% есть, она выплескивалась, но это мелкий окунь. Но у меня, соответственно, приманки были не на него. Зашла, погрелась в палатку. Выходишь из палатки. А тут красота, Рамс, скажи, такая вот уютное место. Туда вниз разбросаю закидушки. Вот здесь, может, половлю на фидер. Могу переплыть на лодке, поплыть, пойти вниз туда по течению на спиннинг половить. Там старик, можно кружки тоже на спиннинг половить. Короче, место прикольное. Прикормка валялась здесь, использование брейм. Леща ловят, видите ли. Грунтбейт абсолют. Сейчас я заварю, ребятки, тоже. О, видите, пока пришлась, сколько сюрпризов. Кто не наловил рыбы, тут ест галиму планку. Ну, я трохи побросала спиннинг, ребят, я замерзла нереально. Решила выйти, собрать закидушки, забросить закидушки и чилить спокойно, а не заниматься фигней. Вон, если что, лучше фидер заброшу. Так. Вот, смотрите, показываю, учу полезному. Берете пакетик и вот так вот раз туда мусор. И все. И все. И куда же, ребятки, без сальца? Ха-ха-ха. Ох. Самый смак. К вечеру, ребят, надо подготовить и закидушки. Некоторые можно раскинуть сейчас, некоторые чуть позже. Монтаж очень простой. Берете закидуху или мотовила, наматываете леску от желательно 0,3 до, наверное, 0,4. Монтаж годится как для ловли налима, так и для ловли мирной рыбы у меня. Я заключаю груз между стопорами и делаю на конце петлю. Все, монтаж готов, ребят. Монтаж готов. Расстояние от одного стопора до стопора,
Ну, где-то вот такое, сильно длинное не надо оставлять сильно большое расстояние. И следующее, что вы делаете, я надеваю самовьи крючки, которые у меня были. Скорее всего, в скором времени я их поменяю. Единственное, но заключается, как вы думаете, в чем? В длине поводка. Налим не любит длинные поводки. Делаем короткий поводок, 10-15 сантиметров. Петля в петлю. В ту петлю, которую сделала на конце основной лески, надеваю поводок. Все. На каждую наживляю червя. Вот хорошо, что сейчас есть навозный, как показала практика, лучшая, конечно, реакция у рыбы именно на навозного. Причем у любого. Когда потом у всех заканчивается на рынках, магазинах навозный червь, и все начинают толкать дендробену, но дендробену ничего не хочет брать. Дендробена нифига не пахнет. Такие крючки, как у меня, влазит довольно много червя, так как я в этом месте ни разу не была и не знаю, есть ли здесь налим, это будет единственная самая правильная наживка. Никаких мальков, филешек, ничего другого я ставить точно не буду, потому что мне нужно понять, есть он здесь или нет. Первую закидушку установлю прямо возле лагеря. Места здесь интересные. Я думаю, что даже перспективные в какой-то мере. Тоже хорошее местечко. Классные места до и после коряк. Петушки, бабка, ёж тобой, говори спать! Налим не боится колющихся предметов. Это одна из рыб, которую можно ловить на ерша. Заброшу отсюда, цепляю монтажик, вот. Забросим, тут недалеко от берега, глубина целых 3 метра. Опа. Поставим чеку, все, номик. Уже рыба есть. О, ребят, рыбка, смотрите. Плотвичка, ё-моё. Рамс. Первая рыба на втором забросе фидера. Начала первая кормушка с кормом. Пошла, и она взяла на опарыша с мотылем. Такая вот красота. Сейчас ее посадим в ведерко. Вот так. А там пока поплывет. Я думаю, она сейчас в ведерке не должна умереть. Вот. Пускай сидит, посмотрим, может используем ее чуть позже на живца. Взяла себе стульчик, перехожу, пока посижу сюда, посмотрю, посмотрим, будет ли еще рыбка какая-нибудь. Опа, вот здесь удобненько
почему-то есть еще одна, ребят. Да, еще вот, пожалуйста, еще одна. Латвичка роз. Видишь? Ну, это помельче, мы ее отпустим. Ага, ребят, что-то идет на мотыля. Просто 2 мотыля у меня было надето, или даже 3. Сейчас посмотрим. Оп, кто тут у меня? И это у меня уже густерка, ребят. Густера, густера, густера. Ну вот, еще одна густера. Такую можно живца оставить. Завтра. Смотрим, куда плывет. Сколько у него тут, интересно, телевизоров стоит, ребята. Я так понимаю, это ж местный, ему можно, да? Живца, конечно, ребят, сгодится, потому что у меня только карась, а здесь, может, надо не на карася, а на, типа, на наживку, которая здесь живет. Попробую надеть 4 белых теперь опарыша. Было по 2 опарыша, клюет плотвичка, клюет густерка. Посмотрим, что может клюнуть на 4 опарыша и пучок мотыля. И вот так вот у нас сейчас закончит на телевизоре. Сначала забыл, я не знаю, который это уже телевизор там в кустах. Ну точно уже не первый проверяет. Уже было и маленькие подергивания. О. Сидит. Сюда. Уже, ребят, сидит что-то. Ну, ребят, а чел проверяют уже очередной телевизор. Я могу сказать вам, что, конечно, затея это с телевизорами глупая была у того, кто это придумывал, потому что реально бесконтрольно это все происходит. Вот он уже который проверяет. О, какая красивая густера, ребят. Ай-яй-яй. Ну, красота. Да, рыбы, ребят, здесь полно мелкой. Вернулась на поляну. Здесь у меня стоит банька, за банькой стоит прицеп, справа машина, но здесь непосредственно дорога, по которой можно проехать на эту поляну. Кухня. Здесь стол, который был организован теми людьми, которые здесь, наверное, постоянно отдыхают. Здесь моя палатка. Здесь посмотри на себя. Что там у меня? Бледное лицо, да? Совсем... Так, пойду посмотрю, фидер клюнулся. Ребят, смотрите. Вот эту вот рыбу, которую мне удалось поймать буквально за пару, ну не знаю, за полчаса. То есть при желании я могла бы наскрести на сковородку. А еще при большем желании мне можно было не покупать живца, а ловить вот эту вот, кстати, рыбу. Я беру
Две вот таких вот закидушки. Это мотовила. Между двумя стопорами камень, это груз, и червячок на конце. И вторая точно такая же. И иду ставить. На лим может, ребят, выходить из-под коряк. А еще из-под коряк может выходить любая другая рыба. Поэтому я и подбрасываю именно туда. Может что-нибудь и возьмет. И так как у меня собака дурацкая, которая ходит и все скидывает, то лучше это дело все в бок поворачивать, потому что он 100% скинет. Все, он сразу пошел именно туда, где могла бы стоять закидушка. А я знала, и уже поставила в стороночку. Все. Думаю, что здесь как раз можно поставить целых две. Раз. И чуть-чуть правее два. И заодно убрать за этими свиньями, которые здесь рыбачат, мусор. Видите, как хорошо, что я сюда пришла. Одну забрасываю сейчас. Вот сюда. Отлично. Ставлю вилку вот сюда. И вот так. Вторую. Вторую сюда. Еще одно, на мой взгляд, перспективное место. Обрыв, яма и рядом коряжник. Здесь может быть налим, он любит рыть норы под обрывистым берегом. Я надеюсь, что что-нибудь поймаем. Фу, возвращение блудной дочери влаги называется. Проверяем фидер. Берет здесь что-нибудь или не берет. Опа! Фидер ничего не хочет, ребят. Фидер ничего не хочет. На самой реке ни одной поклевки. Я сейчас перезабрасываюсь, корм тот же, наживка точно такая же, крючок, поводок. Не клюет. Не клюет. Понимаете? Ловлю я с такой же самой практически глубины. Интересное место, на мой взгляд. Ни мотыля отдельно, ни мотыля с опарышем, ни бутиль, ничего. За рыбалочку. Хорошо, ребят. Овощи. Баклажанчик. Которые сейчас поджарим. Курочки, которые будем готовить. Все это дело я заблаговременно солю сейчас, просаливаю. Особенно баклажаны, для того, чтобы убрать горечь из них. Хорошенько подогреем сковородочку. И, кстати, это не мой мусор. Почти весь мусор, который вы видите вот в этом пакете, это то, что я собрала здесь на берегу. Приезжаю на новые места, ребят, и стараюсь найти способ, как поймать рыбу. Найти, где она есть, на что она клюет, как она клюет. Видите, здесь я, в принципе, хоть что-то нашла. Посмотрим, как будут продвигаться дела дальше. Кстати, дождик периодически идет, но он вообще не мешает. Обжариваю до прям хорошей такой корочки. Золотисто, не золотисто, не знаю. Ну, прям вот обжаривался.
какая красота, ребят. Будем зажаривать сейчас. Овощи жарю по очереди, потом просто смешаю и все. Распилилась, не? Чуть-чуть. Нормально пошло, ребят. Смотрите. Опа! Так как на улице довольно сыро, вниз закладываю брикет и уже сверху выкладываю, ну это не щепа, но можно сказать, строю дрова, такой вот треугольник типа, который должен загореться, наверное. Пытаемся, ребят, распалить. Все, ребятки, у меня все готово на ужин. Овощи. И курочка будет. Я еще вам сейчас кое-что красивое покажу. То, что у меня мама умеет делать. Сейчас, 2 секундочки. Ребятки, это просто что-то с чем-то. Вы сейчас пальчики обрежете. Смотрите. Это же патиссончики, ребят. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Красота. Раз и... Бум. 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 Овощи всегда получается вкусно. Остается посмотреть. Кстати, курица была замаринована, готова уже из магазина. И у нее не было вот тут ножки, их отрубают. А я так люблю эти ножки. Подождите. Блин, что это такое? А как хрустят. Всем, если вы ко мне присоединились, приятного аппетита. Вот ради этого, только ради этого даже хочется приезжать на рыбалку, чтобы пожрать нормально вот так. А что я дома не готовлю. Так, сейчас проверяю вообще, объедает ли что-нибудь, есть ли какая-то реакция, посмотрим. О, ребят, все объедено. Всего червячка съела, видите, значит рыбка какая-то здесь есть. Так. Взводим. Здесь ничего не объела, ничего не тронула. Я думаю, что это сигнал для того, чтобы переставлять дальше. Я чуть-чуть донаживляю и переношу в другое место. Ого, сколько здесь малька. Оп. Да, здесь может быть какой-нибудь 100%.
смотрю, ребят. И здесь... Опа, смотрим. Непонятно. Может и чуть-чуть что объела, но еще чуть-чуть оставим постоять. Прогревает ее. Сейчас посмотрим. Прям под лагерем на червячка что-то клюнуло. И это у нас... Это налим или сом? Вот, кстати, это налимчик или сом? Ну-ка. Это налим. Это налим. Привет, дружище! Как давно не виделись? Почти целый год. Почти целый год я не видела вот эту вот прекрасную рыбу. Она клюнула на червячка. Вот, посмотрите, на большой пучок. Прямо под моим лагерем. Дружище, держи себе вкусняшку. Это не сом. Хоть у него есть усы, это налим. Вот такой вот красавец. Вот. Ребята. Маленький налимчик. Какая прелесть, ребята, а? Вы посмотрите. Ребята, и мы этого малыша, конечно, хорошего отпускаем домой. Пускай плывет. Растет большим, красивым. Обожаю чай. Хоть и в городе все время пью кофе, но на природе чаек с лимончиком это просто вау. Еще имбиря можно. Офигенчик. Каждый час буду вставать, проверять закидушки, ходить. Сейчас уже 11 часов вечера, но, естественно, вокруг своей поляны расставила циклоп. 2. Так, ставлю его, блин, чтобы никто не подошел. Что это за звук? Все, ребят. И если вдруг кто-то будет здесь рядом проходить, попытается залезть на полянку, то сработает сигнализация. 12:10 я пошла, больше 12:20 я пошла прогуляться по закидушкам. Достаю их и донаживляю червячка там, где его не хватает. И вот крайний получается самый. Проверяю. Опа. Опа, ребят, кто-то есть. Опа, а кто это? А это, ребят, вот вы понимаете, почему, как это называется? Почему не засекаются? Потому что малыши совсем, ребят. О, посмотрите, какой маленький. Это, конечно, радует, я отпускаю, может быть, поймаю здесь еще одного. Иди, давай, уплывай, дружище. Все, уплывет. Для тех, кто не знает, у нас в Беларуси налим есть, он не занесен в Красную книгу, но это рыба, которой все равно достаточно мало, и очень тяжело найти его в крупных размерах. Я ищу его уже несколько лет, пока мне попадаются только некрупные налимы. Но я продолжаю искать, исследовать новые места на реках, и я надеюсь, что когда-нибудь найду. А если не найду в Беларуси крупного, то когда-нибудь поеду куда-нибудь и отправляю обратно в водичку этим. Как это называется, этот заброс? Форелевый. Опа! Ну вот. Хочешь ловить налима, умей вертеться. Какая рыба сидит? Жорж, ёпсина, прям. Гляньте. Жорж, ребят. На такой крючок с ума сошел. Клево. Что это? Ну, вы гляньте на это чудо-юдо, ну.
Ребятки, еще одна рыба. Еще один налим. Еще один. Вот она осень. Красотка пришла. И налимов с собой привела. Маленьких, но это налимчики. Такие вот красивенькие. Так, как же ты глубоко заглотил, дружище. Ну ничего. И все. Как видите, ночью, пока спала, шел сильный дождь. Именно поэтому я не вставала. Которого, кстати, не передавали. Ну, как есть. Ребят, никаких сосисок, ничего не хочу. Я хочу только помидор. Уже почти рассвело. На реку слышно подъезжают люди. Напротив нас тоже ночевали, но там человек был вообще в машине. Он всю ночь грел машину, что там сигналил, что он сигналил, непонятно что. Отлично. Это по ночам, по таким вот ходам пришлось пробираться. Здесь. Все, здесь уже... О, поклевка, ребят. Поклевка. Опа, кто-то есть. Кто-то, а кто там? Ух ты. Глядите, какая. Ого, какая. Что это, плотва, ребят? Здоровенная плотва. Рамс, смотри, какая здоровенная плотвища. Посмотри, Рамс. На червячка, понял? На червячка. Хорошо. Вот что клюет на навозного червячка. Прикиньте, на крючок на этот миногузский засеклась. Очередная. О, какая красота. Плотва, ребят. Вот это плотва, я понимаю. Ну, так вот сегодня сижу на нормальном стуле, потому что жопа заболела сидеть так по-другому. Опа. И пятерка, ребятки, видите? На чисто красного опарыша. Так. Клюет. О, знаете, как объела. Охранник охраняет. Если бы не сигнализация, то сегодня, кстати, людей, почти не слышно. То есть очень много людей прошло через нашу поляну, но сигнализация помогла. И вот он сидит. Это должно идти. Даже нет червячка. Сейчас посмотрим, что.
червяка нема. И это снова густера. Ну, то есть поклевки они не частые, но видите, на червя у нас снова такая вот густера. Не буду собирать, буду выбрасывать. Это пару рыб этих вчера собрала. Есть, ребятки, что-то хорошее. Сошло. Сошло. Это что у меня там было? Щука, что ли? Резанула поводок. Да, ребят. Видите, обрезала поводок. Я решила вот по такой вот системе связать себе закидушку. Наконец поставила груз, а выше между стопорами заключила поводок. Сейчас на этот поводок надеваю самую маленькую густеру, которая у меня попалась. Вот так вот. Отмеряю так, чтобы она не лежала совсем на дне. Так. То есть поднимаю поводок выше. Глубина 3 метра, поэтому приподнять его место должно хватить. Пробуем. Глубина там тоже есть, ребят. О, видите, не сразу упала. Все, не заметила, а она уже сидит, посиживает, смокчет красного опарыша. Подружка. Опа. Так. Еще густера. На мотыле. Мелкие-мелкие совсем. Еще одна красивая рыба. Густерушка. Немножко побольше. У меня, кстати, уже даже корм заканчивается. Вот такая красота. На фидер половила, рыбку поймала? Поймала. На закидушке рыбку поймала, на лима увидела? Увидела. Остается сходить в баньку, ребята. Ну, вообще не так уж и холодно. 11 градусов или сколько? Это ж не так холодно. Да, ребят? А тем более не так холодно, когда знаешь, что сейчас зайдешь в баньку. Ё-моё. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, ребят. Слышите звук? Это идет дождь. А я парюсь в баньке. Вот он мне испортить. Ой, хорошо. А вот сегодня, ребят, тепло вообще, потому что я сижу в месте, в котором нет ветра. Сегодня я смотрела 11 градусов тепла. Для нас это как лето, понимаешь?
Ого! Давай быстрее, там клюет. Не может быть. Не может быть. Это, наверное, сама быстро уходит. Да. Уже напугала. Ну-ка посмотрим. Или кто ударил? Ага. Кто-то ударил. Да, во. И не засекся. Видали? Прикол. Честно говоря, ребят, я такой погоды даже осенью не видела. До свидания, пока не говорю. Сейчас будем выезжать. Машинки жопка высокая достаточно. Из-за этого пришлось дополнительно подвесить вот такие вот зеркала. Видите, чтобы было видно вниз. Даже как-то грустно стало. Скучненько. Обалдеть. Друзья и подруги, вот такая вот активная рыбалка осенью на Налима. Первый выезд получился. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чеши. Пока!